Ты снесла уже? Куры несут яйца в дырку. Ну что ты там ищешь? Обязательно закрою. Посмотрите на вот это. 3 везунчика. Ой, как жалко тебя. Приехала я в курятник на дачу. Сегодня все будет очень просто. В курятнике все есть. Зерносмесь я вам показывала, я наполнила в прошлый раз. Еды у курочек моих полным-полно. Только мне нужно поменять воду. Вот, воду всю выпили. Каждый свой приезд я мою эту миску, мою все ведра и меняю воду во всех ведрах. И обязательно, прежде чем налить чистую воду, обязательно мою ведро с ёршиком. Все вычищаю. И собрать яйца. Ну и, конечно, что-то из овощей. Я своим курочкам обязательно что-то даю из сочных кормов. Поэтому сегодня что-то нужно придумать. Цыплята шелковой белой курочки. Пока меня не было на даче, жили тут сами в вольере. Уже в домике я их не оставляла закрытыми, они были открыты. Они хорошо знают, где их дом. Хорошо знают, куда нужно убежать, спрятаться или идти спать. И знают, где есть вкусно покушать. Это цыплята. Это цыплята шелковые, фризли.
Бегут, бегут. Я иду за яйцами. А что-то вкусное принесу попозже. Посмотрю сначала, заслужили ли вы. Иду собирать яйца. Соберу быстро яйца. Отсюда только выходят, когда снесли яйцо. Ты снесла уже? Так, что тут у нас? Неплохо, неплохо. Вот так. Все отработала сегодня. Собираю. Сегодня делаю все не спеша. Бункерные кормушки у меня заполнены еще в прошлый раз. В прошлый мой приезд я показывала. Я заполнила уже все бункерные кормушки. Поэтому в ближайшее время могу даже не проверять. Но все равно открываю, смотрю, сколько на остатке, когда уезжаю. Обязательно. Обязательно смотрю. Но если я в прошлый раз заполнила кормушки, то хватит еще надолго. Воду я чистую уже поставила. Ведра помыла. И все. Вот такое самое простое содержание кур на даче. Летом это очень просто. Зимой немножечко труднее. И то я бы тоже не сказала, что трудно. Если есть снег в вольере, то зимой тоже содержание кур не такое уж и сложное. Побежала кушать бегом. Курочка, если снесла яйцо, она сразу же идет пополнять свой питательный запас для формирования следующего яйца. В любое время курочка может подойти и покушать. В бункерных кормушках всегда есть корм. В бункерную кормушку засыпаем сухую зерносмесь. Обязательно смесь должна быть сухая, потому что она должна спокойно подсыпаться по мере съедения порции, которая находится в этом отсеке бункерной кормушки. Это съедают, подсыпается следующая порция автоматически. Продолжаю собирать яйца. Красивые яйца, крупные. Это старые куры. Сразу видно, несут старые курочки. Есть и вот такое, не страшно. И такое бывает.
А бывает такое, сейчас я вам покажу, почему такое бывает. Вот эти гнезда работали, пока меня здесь не было. Естественно, некоторые курочки заходят туда, гадят в этом гнезде, сверху, внутри. И покажу вам, вот, видите, что получается. Вот лежит помет. И когда курочка снесет яйцо, оно будет скатываться и в этом месте возле помета задержится. И если это яйцо будет лежать в поле зрения курицы, которая следующая придет, естественно, она что сделает? Клюнет, конечно, это яйцо. Но так как эта конструкция этого гнезда сделана таким образом, что яйцо только немножечко нужно толкнуть, и оно все равно покатится в яйцесборник. Вот, видите? И прикатилось яйцо. Как мы делали эти гнезда, можете посмотреть, у меня есть видео. Подробно весь процесс изготовления. Снимала все, что мы делали. И вот такие гнезда у нас получились. Эти гнезда уже работают 4-й год. Это не просто придуманная конструкция, которая никому не нужна и не используется в дальнейшем, как часто любят это сделать, а именно вещь, которая используется уже 4 года. И используется, я вам показываю как. Собирает яйца ведрами. Вот в данном случае это всего лишь за 2 дня яйца. А если раньше я приезжала и через 4 дня, и через 5 дней, однажды приезжала и через 6 дней, естественно, ведер даже было не одно, а несколько. Собираю яйца по 2 ведра. Естественно, если приезжаю через большее количество дней. Ну что ты там ищешь? Что там? Что можно найти там еще другое, кроме состава зерносмеси, которую я всегда даю вам? В этом гнезде все собрала, это гнездо. Вот такое вот со скатом яйца в яйцесборник. И верхнее гнездо. Здесь тоже нужно все убрать. Помет скапливается, естественно. И вот такое яйцо из верхних гнезд, которые сделаны, конструкция с дыркой. Куры несут яйца в дырку. 3-й вольер у меня летом обычно открытый. Настежь открыты двери. Но сейчас уже наступила осень. Ночью очень холодно становится. А так как у меня здесь новые жильцы, которым нужно тепло,
Поэтому дверь эту, когда я буду уезжать, обязательно закрою, чтобы снизу у них не было холода, чтобы холод не поступал в этот вольер. Потому что вот этим жильцам нужно тепло. Все у них хорошо, кушают и набирают вес. Вот так вот наелись. Вы не лопнете? Вот это да! Посмотрите на вот это. Вот это да! Наверное, мой комбикорм вкуснее, чем тот, которым вас кормили, да? Вот это да! Посмотрите. Наверное, мой комбикорм действительно вкуснее. На глазах растут. Только сегодня приехали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не хочу делать рекламу комбикорму. Не буду называть производителя, но если кому-то очень-очень хочется знать и очень интересно, пишите в комментариях, отвечу. Но кушают они его с удовольствием. Закрываю. И очень хорошо, что вот внизу двери тоже вот такая планка. Она отсекает холодный воздух, который может проникать в помещение по низу. Это очень важно, когда содержится птица. Вот так вот, видите, мы специально сделали вот такую планку снизу двери, чтобы она закрывала холодный воздух. И тогда здесь у них будет тепло. Я вообще-то сюда пришла за яйцами, если вы помните. Кто-то, вижу, спит в этом гнезде, но хорошо, что это делает в сторонке. Яйца будут чистые. 3 яйца. 3 яйца легорна. Идем дальше. Амирауканчики растут. Красивые такие. 3 везунчика. По-моему, 2 курочки и петушок. Черно-белый — это петушок. И 2 черненькие курочки. И очень красивые. У одной курочки есть такие красивые щеточки на ушках. На щечках очень красивые. Подрастут. Все будем рассматривать. Идем за яйцами шелковых курочек. Комбикорм разгребли здесь, все как положено. Похозяйничали. 2 яйца. Одно яйцо шелковой курочки, а одно обычной большой курицы. Вот. Большой курицы одно и шелковой одно.
Посмотрю в вольере. Беленькой шелковой нету. Нету яиц. Слышите? Что-то мне не нравится, как он хрипит. Что случилось? Ну, не хватало. Как только начинаются холода, ночью похолодало, все, начинаются приключения. Сейчас буду давать какое-то лекарство. Вот так вот холодные ночи. Хорошо, что у меня есть лекарство. Все, сейчас срочно ставлю им Тим-Тил. Ну, не хватало. Вот так вот. Холода пришли проблемы. Ой, как жалко тебя. Сейчас буду лечить. Придется оставлять антибиотик для всех, кто находится в этом вольере, потому что отсаживать никуда я его не хочу. Ну, хороший. Ночью холодно было, все. Видите, как это сразу сказывается на птице. Он активный, ничего особого я не замечаю в поведении. Но лекарство придется оставить. Даю я вот такой препарат Тим-Тил. Хорошо, что он у меня был. Я всегда держу такие вещи на всякий случай. Вот эту баночку на ведро воды. Тим-Тил 250. Вот такой вот. Ну а вот, если бы не эта курочка, то я бы яйцо не нашла. А так, смотрите, что здесь. Видите? Яйцо белой шелковой. Благодаря вот этим курочкам они его нашли. И мне показали. Кабачок. Сегодня даю кабачок. Звезда, покажи кабачки. Сегодня кабачок. Кабачок я не тру для того, чтобы птица работала, занималась, работала. Это для нее занятие. И даю немного. Мочалкой, сухой мочалкой очень хорошо все выметается. Весь мусор отлично выметается из гнезд.
Все, гнезда готовы к принятию следующей порции яиц. Собираю помидоры. И в открытом грунте, и в теплице. Помидоры не заканчиваются, и это хорошо. Пойдет и на консервацию, и на соки. И на кетчуп еще хочу сделать. Продолжаю собирать урожай помидоров. Помощники пришли. Выпустила цыплят. Пришли помогать мне делать помидоры. Не вздумай трогать помидоры. Не вздумай. Я буду обрезать и дам обрезки.
На борщ хочу вырвать буряк. Уже можно убирать урожай буряка. Но я в основном убираю буряк перед самыми заморозками. И цилиндра. Очень люблю вот такой длинный буряк. Он очень сладкий. Это таунус, цилиндра. И еще очень много сортов вот такой формы. Они, как правило, очень сочные и сладкие. Выбираю средний буряк, потому что вот такой вот огромный, крупный пойдет в курятник для кур. Мои куры очень любят буряк кушать зимой. Огромные пойдут, все это пойдет для курочек. Буряка сажу много, конечно, мне столько много не надо. Сажу специально много для того, чтобы кормить кур буряком зимой. Это сочная корма, это добавка к зерносмеси для моих кур зимой. Ну и прямо до самой весны. Весной тоже кормлю буряками. Морковкой, капустой, картошкой. На борщ мне хватит. Еще морковку и капусту. Морковку уже 3 рядка выкопали. И вот это все еще осталось. Морковку я стараюсь выкопать до начала холодов ночных. Потому что, когда начинает холодать, в морковку залазит дротяник. И всевозможные жучки стараются спрятаться на зимовку. Холода ночные – это для них сигнал, что скоро будет холодно. И они начинают прятаться. Поэтому вот до начала устойчивых холодов ночных осенью я стараюсь морковку в первую очередь выкопать. Поэтому сегодня я уже этого делать не буду, я не успею. А в следующий раз, когда приеду, буду выкапывать морковку полностью. И тогда она будет лучше храниться, в ней будет меньше дротяника и меньше вредителей успеет в нее залезть. Для того, чтобы зимовать в морковке. Морковка. И еще капуста.